Я посчитаю от 1 до 3, и мы встречаемся в гипнотическое пространство. 1, 2, 3. Таня, мы встретились. Что-то я не пойму. Наташа. Да. Ты Я меня вижу видишь, да? темное пространство, да, и мы все Темно, да. втроем. Да. На счете 3 повышаем наши энергетические уровни и наши вибрации до максимально возможными. 1, 2, 3. Синхронизируем наши частоты. Таня, как ты видишь пространство вокруг нас? Ну, я говорю, я вижу тоже темное пространство, и как будто Мгм, ты стоишь справа, а Наташа прямо. мгм. Ну, для Наташа, меня вот так. Наташа, есть что-либо, что нам мешает? Нет, здесь тихо, спокойно. Мгм. Очень хорошо. Сегодня мы с вами вместе будем исследовать Австралию и все, что происходит за забором Австралии. Я посчитаю от 1 до 3, и мы полетим над Австралией с того места, откуда мы четко будем видеть всю Австралию. 1, 2, 3. Мы там. Мгм. Таня, как ты видишь Австралию? На гармошку похоже. На гармошку похоже. Угу. Такую приоткрытую. М. Наташа. Я наблюдаю свысока, ну, как континент М. австралийский, я его наблюдаю. И как бы населенные города вижу вдоль побережья моря, океана. Угу. Много зелени. Зелень по всей территории Австралии? Нет, она есть Мгм. такие места, где я даже не знаю, что это такое, как, знаешь, на Марсе выглядит какие-то Мгм. красное что-то такое. Таня, Мгм. отличается форма Австралии, которую ты видишь, от той формы, которую мы знаем по картам, которые нам в школе показывали, то, что мы на уроках географии изучали. Ну, так не особо отличается. Отличается просто, что вот этот туннель я его видела, который до Антарктиды. Ну, до снегов, до льдов. Мгм. Вот. Понятно, что про него не говорится. Мгм. То есть Австралия соединена Льдами, со да. льдами. Мгм. Наташа, ты это тоже видишь? Нет, пока не наблюдаю, я только смотрю вот сверху, какая природа, очень красивая по карте. Ну, так и на стопроцентно не помню, но она примерно такого же размера и таких же форм, Мгм. как и на Мгм. карте, как мы ее знаем.
Хорошо. А теперь на счете 3 над Австралией будет четко прорисована красной линией забор австралийский. Знаменитый забор. 1, 2, 3. Вы его видите? Да, Мгм, достаточно огромная территория. мгм, Почему-то в некоторых местах даже у меня 3 красных линии. Я так понимаю, трехъярусный забор. мгм, Э, но не во всех местах. мгм. Некоторые места, они уже заветшали, или как сказать, что они уже, ну, не совсем поддерживаются, где-то развалины, или кто-то Мгм. развалил, не знаю, кто-то пытался взломать или туда, или оттуда. Но это я рассказываю, что наблюдаю. Железный забор. Мгм. Таня, ты его видишь? Мгм. На счете 3 мы перемещаемся в то место рядом с забором, где забор самый крепкий, самый современный, самый защищенный. 1, 2, 3. Надень плащи на нас, чтобы нас не Мгм, видели и не чувствовали. мгм. На счете 3 мы одеваем защитные невидимые плащи из самой высокочастотной энергии абсолюта, безусловной любви. Так, Таня, что мы видим перед собой? Что за забор? Давай, знаешь, как ты спрашивай Наташу, потому что я это уже видела, чтобы мне не Мгм, повторять показания. Я просто, если что, буду это, ну, дополнять. Я еще просто вижу дрон на самом деле мгм, мгм. над забором. Нет, Я проговор. наблюдаю высокий забор. Мгм, Ну, скажу так, там, где я стою, ты сказал, там, где самый мощный, он где-то да. 3 метра, и поверху еще наблюдаю, как колючая проволока на ней Мгм. натянута. Да, да. Но это не везде вот этот мощный такой забор. В некоторых местах он пониже идет. Мгм. Но вот это вот самый один, наверное, из новейших, который они в последнее время поставили. Я предполагаю, что самый мощный забор — это там, где самое защищенное, самое такое место, где мы должны исследовать, что там они прячут, что они там защищают. Так, продвигаемся через забор и исследуем все, что мы видим. Не спеша проговариваем. Наташа, вместе продвигаемся. Я почему-то оказалась в лесу. Мгм. Наблюдаю Наташа, мы какие-то вместе продвигаемся. Да-да, Мы я сообща, просто мы рассказываю. формируем ячейку, защищенную вместе. Так, лес. Дальше. Наблюдаю какие-то зверушки. Мгм. А посмотри, что за лес, что за деревья. М, и вот щас как бы в сосновом бору что-то такое зеленое все. Мгм. То есть сейчас зашла, там густо. Причем зверушки, такое ощущение, что они
не все такие, которые мы знаем, земные, что-то они как бы скрещенные, такое ощущение, что-то с кем-то. И они нормально передвигаются здесь. Даже не знаю, ежик какой-то, например, вижу, а у него какие-то длинные ноги. И не знаю. То есть понимаю, что здесь какие-то опыты, наверное, проводят, что-то изучают, наверное. Продвигаемся дальше. Проговаривай. Ну, так скажу, очень глубокий лес, но понимаю, где-то впереди просветление и какая-то база там стоит, что-то Мгм. наподобие как база, я не знаю, такое помещение. Оно одноэтажное, но оно, ну, может, двухэтажное, не знаю, но высокий этаж, как, как, даже не знаю, как металлическое, знаешь, такое, где производство делается. Вот что-то типа такого наблюдаю. Хорошо. Таня, Ну, самое подключай, главное, м, подключайся. Ты видишь это здание? я еще про лес тоже хотела Давай, сказать. добавляй. Верхушки деревьев почему-то скрыты. Я смотрю, как будто натянут, как типа брезента. Я еще такая смотрю, думаю, зачем брезент? Ну, что-то похожее. И потом поднялась вот так вот над ним посмотреть. Он Да. как камуфляж. Как камуфляж, чтобы был ровный цвет с Мгм. воздуха. Чтоб с воздуха не видно было этого Камуфляж, он под места. что? Под, Песка. Песка. под Под песок, да? песок. Да. И потом прошла, да, действительно. За Наташей проследовала действительно здание. Для меня как будто бы не очень большое выглядит. Мгм. Как-то, как будто, наверное, спрятана часть внизу. Мгм. Не все оно наверху, просто какая-то, ну, маленькая верхушка торчит. Мгм. Я отправляюсь в подвал под землей, исследовать это здание. Наташа, канализируй меня. Я рассказываю все, что вижу. Я наблюдаю, как бы там несколько этажей вниз идут, и Сколько этажей? я наблюдаю еще два вниз. Мгм. И это для меня как лаборатория, огромная лаборатория. Что за лаборатория? Биологическая лаборатория. Я наблюдаю и зверей, и людей на нижних этажах. Там идет тоже какое-то испытание э, на человеческом теле. Очень много. Вот знаешь, как конвейер наблюдаю, и на этом конвейере несколько вот как-то, я не знаю, даже как аватар вот есть биологический, они там выращивали, да, вот эти вот биологические тела. Мгм. И так я здесь Органы, да? наблюдаю. Нет, прям тело, Прям тела. прям Мгм. тела. И потом они вот на вот этом вот конвейере лежат, и они на них какие-то опыты. Знаешь, что я наподобие, вот когда ты растение выращиваешь и скрещиваешь 2 растения. Тут Мгм. человеку что-то вкрещивают, что-то врастают прям на конвейере. Какие-то, я не знаю, какие-то, это что-то такое нечеловеческое.
какие-то ручки, ножки, рожки, я не знаю. То есть опыты, и человек, как бы я так считываю, как с человека зомби делают различные опыты, различные формы, различные ДНК, скрещивания. И потом вот они, знаешь, как сами не в себе. То есть они спят в анабиозе, когда Мгм. с ними это происходит. А по краям я наблюдаю, как клетки, знаешь, вот как в тюрьме, как вот камеры, да, но это как клетки. И там вот эти, продукция вот эта, которая в конце уже закончена, и там они выглядят ужасно. Мгм. Какие-то, как зомби или как их назвать-то, я даже не знаю. Они Так, Ну, просто отключайся от уродцы меня, какие-то, да. отключайся от меня. Вы продвигаетесь рядом со мной и вместе исследуем от начала и до конца. Начало экспериментов и конец экспериментов. Таня, кто участвует? Кто экспериментирует? Что за существа вот эти? Что за люди? Они люди или не люди? Ну, я вижу только в костюмах. Мгм. Лиц не видно, но чувствуется, что как будто, да, люди есть. А не люди, не знаю, не получаю подтверждения. Дотронься до одного из этих, который одет. Лучше не надо трогать их, так смотри. Мы же не видим. Все равно мы можем дотронуться невидимыми. Наташа, но дотронься до. мне идет информация, что, заправляют, то есть люди в курсе, там есть определенная организация или, М, те, которые этим управляют. Это люди, но они там идет как бы совместное. Вот те, которые вот опыты проводят, это серые. Э, для мгм. меня они как, даже Исполнители, да? да-да, они как полуроботы, знаешь, биологические роботы. И, но над вот этими людьми, которые вот это вот организовывают, и организация, они по совместительству вот с инопланетными, наверно, вот с гуманоидными, расами. То Мгм. есть это все оговорено, это все я не понимаю. Вот сначала мне идет информация, что они эти, биороботы выращивают как в какой-то жидкости. Потом мне идет информация, что они воруют это обыкновенные люди, которые, похищают, с определенных стран, мест и которые Мгм. просто исчезают. Особенно хорошо тех, которых нету много, родственников, и за которыми так не кинуться. Ну, там какие-то бездомные, есть также дети. Но это мне идет информация, но я не наблюдаю здесь детей. Может, они еще дети где-то в другом. Но зачем им такие, чудища? Они делают эти, эксперименты, как бы, чтобы тоже другие земли населять. Какие возможности есть, что Мгм. можно Мгм. сделать, что можно испытать и вот на вот этих биологических людях, и чтобы им бы понравилось, чтобы они ну, короче, играют в Бога, скажу М, так. мгм. Мгм. Играет в Бога, да? Да, Мгм. Э, кто это заказчик, это получается какие-то инопланетные, гуманоиды. мгм. Мгм. То есть изначально, э, есть тела, есть люди, есть дети, а делают они какие-то
скрещивании. Ну да, они этим и занимаются. Они занимаются скрещиванием. То есть это идет ДНК Да, да-да. на уровне ДНК, то есть меняют ДНК. Да, и это по Мгм. договоренности. То есть вот эта гуманоидная цивилизация с людьми идет по договоренности. Вот Мгм. это вот скрещивание. Посмотрите конечные так называемые продукты, вот эти создания, которые получают. Какова дальнейшая их судьба? Я наблюдаю их вот за клеткой, они, э, ну, они как в тюрьме сидят, они Мгм. мечутся, и Их не идет. куда-то перемещают после этого. Проводятся эксперименты наверху. В них даже стреляют, я вижу зарисовку, сценку из оружия. Они мечутся на этом песке. Мгм. В них стреляют, да. Это знаешь, что это вот, те богатые, которые увлекаться, как на охоту, им выпускают пару, и они их отстреливают. Ты так видишь, Таня? Это, И я вижу, да, вот из оружия. да-да, Палят в них, да. А те, потом сжигают, когда они умирают. масоны для увлечения туда выезжают на охоту. Мгм. Но А потом, ну, это, ну, какие-то считанные персоны. А этих, которые вот они в клетках сидят, мне идет, информация, что их потом на переработку отправляют. Мгм. Мгм. а, То есть забирает кого-либо в каких-то иных земель, чтобы испытывать? Ну, конечно. я не знаю, что это, но Таня, что ты считываешь? Наташа пусть договорила бы. нет, Ну, говори, я не понимаю, что происходит. Ты если говоришь, что Коль здесь инопланетные цивилизации, они как-то общаются с этой лабораторией? Прилетают, улетают отсюда, привозят что-либо, забирают что-либо? Что вы считываете? да. Проговаривай. Ну, здесь прям чуть ли не посадочные полосы такие, я наблюдаю, они не сидят, тарелки эти, на земле, они висят в воздухе, где-то метр от земли. Мгм. И как сказать, база, да. И тут постоянное движение туда-сюда. мгм. Они могут их выключать, чтобы, то есть от видения вот на тонком плане они Мгм. могут Мгм. передвигаться, чтобы мы своим зрением это не увидели. Ну, то есть тут база и достаточно такая немаленькая. Прям вот они висят, и они чуть-чуть шевелятся. Они не совсем вот так вот. Мгм. То есть магнитная подушка, да? Да, вот что-то наподобие. Самолеты здесь и вертолеты садятся? Вертолеты, да, наблюдаю вертолеты. Самолеты нет, она, знаешь, не такая посадочная полоса, а вот так вот, как вертолеты садятся, так же и вот эти Мгм. вот Мгм. То есть такая. летающие объекты. То есть на определенное место они, не по линии какой-то, по дороге, где им надо ехать. Эти аппараты летающие, куда они летят? Они летят на другие планеты или на другие земли, геи? Смотря какое задание. Мгм. И на Луну летают, и на другие планеты, и по Земле передвигаются. Мгм. Э, Показывают мне сейчас, под воду тоже могут передвигаться. То есть Мгм. погружаются где-то в океан, прям залетают с бешеной скоростью. То есть у них возможности огромные. Мгм. И это как бы, я не знаю, что это в океане, тоже там какая-то база, мне идет информация. То есть они везде, я так вижу.
вот эти, ну, для меня, я так считаю, что это деструктивные цивилизации, которые не очень дружелюбно настроены на человеческую расу, и они строят опыты, и они не только здесь, Геннадий, они под водой, они где-то мне показывают в горах тоже, там, где человеку недоступно, знаешь, передвижение. Но вот это вот, я так считаю, одна из главных баз. Мгм. Наташа, ты проговаривала, что там есть еще и, кроме людей, или есть еще и животные. Опыты над животными производят? Да, это вот тех животных, которых я там наблюдала. То есть они такие несуразные, что-нибудь, вот как я сказала, ежик с длинными ногами. Так понимаю, как у антилопы. Вот взяли ноги, сделали, скрестили с ежиком, получилось, получился ужастик. И Мгм. это все делается на верхнем этаже животными. То есть вот там, где люди, это как бы скрывается. Но Мгм. это на всякий случай, что вдруг, если что-то, они вот это вот показывают, Мгм. что у них опыты над животными, что это биологическая какая-то программа и лаборатория, которая очень важна, которая там зеленая или что-то там продвигают. А все, что внизу, это все скрыто. М. Мгм. А есть ли какие-то лаборатории здесь, которые над растительностью проводят эксперимент? Вообще Э, надо всем, да. И над растительностью, и над водой я смотрю. И над этими подводными, да? Именно вода, А над водой? да. Но на этой базе я наблюдаю только животные и люди. Мгм. Мгм. Да, это на этой базе, на других там много таких кластеров. Хорошо, хорошо. Вот еще про инопланетян показали картинку, как они прилетают. Мгм. И что-то, знаешь, какой-то идет обмен чем-то. То есть как напоминает, как черный рынок, что ли. Наташ, То есть купля-продажа, да? какая-то купля-продажа, да, идет, какой-то обмен за что-то. Мгм. Они Что-то. получают какие-то заказы, вот эти лаборатории, А, да? Они по заказам работают? именно по поводу людей, да, получают. Я сейчас наблюдаю, некоторые прилетают и покупают людей, и Мгм. тоже они забирают их с собой, и они там делают опыты или что-то с ними производят. Мгм. То есть это чуть-чуть другая цивилизация или что-то они на своей земле уже, ну, происходят какие-то вот Мгм. эти чудеса, производят. Мгм. Самая главная цель вот этих какова? Это адаптация? Им Цель. интересно наши ДНК, наши тела? Нет, М, им интересна власть, им интересно, э, ну, то Как есть подавлять власть нашу волю? они и так власть имеют над нами. Да, там и про воля, там про волю, и про, внешность, и про все. То есть они даже не задумываются, какая у них, ну, смогут ли они нас покорить или нет. Они нас имеют, так сказать. Мгм. И, не знаю, может, Таня по-другому видит. Таня? м, для чего им вообще вот эти эксперименты, ты имеешь в виду? Так я Да, правильно да, поняла вопрос? да. Слушай, да, в принципе, я смотрю, тут много направлений у них, Мгм. этих Да. экспериментов. И залезть вообще во все системы организма, посмотреть, как это все работает. Да, все верно. Посмотреть, как можно влиять, чем, какими веществами.
плюс еще как можно усовершенствовать, а, как поведет себя организм, если вживить клетки и растений, и каких-то других животных. То есть, ну, тут много всего. Тут ты так прямо и не скажешь для чего. Да Мгм, для мгм. всего. Просто вот на что фантазии хватает. А вот сейчас наблюдаю, вживляют чипы и делают как полуроботов. Мгм. Это они тоже себе, они, знаешь, как для услуг. Они как слуги у них. Они потом начинают работать, они выполняют по командам, работают только по командам. Чувства притупляются, и они только исполнители. У этих, людей, которые там находятся в лабораторию, то есть, вот подопытные, у них есть подсознательные части? У них есть души или они только биороботы? Нет, у них вот над которыми опыты, которые я сейчас Да. сказала, у них все остается, но все притупляется. То Я есть наблюдаю, есть что души, да? да, у них есть души, они как в темнице заточены. То есть вот этими технологиями, которыми вживили, они притупляют чувство любви, чувство вообще какого-нибудь чувствования в любом направлении, также вкуса и запаха. Они э, должны только по команде функционировать. Даже Что вот з на что за люди пульте попадают сюда? Люди с низким социальным статусом? тоже, но различные. Также и похищают, просто исчезают люди. Мне показывают, как бы, что по статистике, что это, если покопаться, в каждой стране просто пропадают тысячами, и ну, их никогда не находят. То есть закрывают дело, и они исчезают из поля зрения. И вот их здесь везде и по другим, на других планетах есть базы. Это не только здесь базы. Это только малая часть того, что мне вот сейчас показывают. Еще вот на Луне есть и на других планетах. Там не знаю, что это, Марс, наверное. Там целые базы по вот этим вот опытам. Ну, как бы не могу считать, у них что-то есть такое определенное, что они хотят. Ясно. На счете 3 поднимаемся на поверхность. Один, 2, 3 и исследуем дальше. Еще один момент есть. Да. Ты когда сказал про души, это тоже считается как товар на тонком плане. Даже их забирают, когда существо умирает, забирают и отдают вот этим серым, которые прилетают. А что там дальше с ними происходит, вот с этими субстанциями, непонятно. Это вообще абсолютно так. Пытаются разделить тело с душой, убивая тело, отдавая душу. Ну все, можно на поверхность. Да. Хорошо, продвигаемся дальше. Исследуем дальше эти земли, которые за забором. Мгм. Ну, я так понимаю, что все самое интересное внизу, не наверху. Здесь особо нечего смотреть. Ищем какое-нибудь другое здание. А можно я сейчас продолжу тему Танину? Мгм. То, что она говорила, что души забирают, и я чуть-чуть там зависла, пошла посмотреть, что там такое. Мгм. И я наблюдаю, что они с этих душ как огромную сущь какую-то строят. То есть она должна мощная, то есть огромный энергетический сгусток. Причем
управляемый. Вот почему-то я его считываю. Вот много-много-много душ друг с другом вот сложены, определяют какую-то огромную энергетическую субстанцию. И это как вот огромный сервер, знаете, вот его программируют, и Мгм. он как энергетический компьютер, вот так скажу. А еще почему-то пришла информация, как пробирка, а внутри светящаяся такая жидкость, какая-то желтого такого зеленого цвета. И пришло, что это эссенция души. Что это такое, я не могу понять. Эссенция души какая-то. Что это? Эссенция души — это самая первая изначальная память, которая помнит все воплощения, где скрыты все кармические и блокады. Мгм. Ну вот, короче, пытаются как-то ее от всего. Отделить, да? Да, Сдаить, так сказать. да, Но да. это интересная эссенция души. Вот мы тоже сейчас исследуем. Она очень глубоко, вот эти вот блокады в ней сидят. И, то есть это, знаешь, что это, Геннадий? Это Да. память. Это память. Они забирают вот память, как Таня сказала, вот эту То эссенцию есть души. весь опыт отбирают, Да. да? Опыт и память очень важно, чтобы памяти не оставалось. То есть, убрав вот эту эссенцию души, память исчезает вот именно вот этого. Э, Это для того, чтобы повторно, когда будут инкарнировать, у них не было вспоминаний о опыте других инкарнаций. Этим самым они их подводят к тому, что они как полуроботы. Они потом реинкарнируются. Вот мне сейчас показывают, это манипуляция. Потом они могут сделать с такими, что хотят. То есть без эссенции души они не могут вспомнить, они не могут больше. Ну вот только вот Определенные участки памяти используют для того, чтобы записать биороботам, да? да, они потом ее могут переписать, и так, как им подходит, так люди и будут. То есть это манипуляция, и люди все, ну, вот теперь наблюдаю, если они опять воплощаются без эссенции души, ходят и такие, что воля, что неволя, знаешь, как с того мультика. Мгм. И ими можно делать, что хочешь. Если сейчас еще включается где-то духовность, или просыпается человек, или как-то может логически думать, то в этом случае, когда они потом без эссенции души рождаются, этого они всего не могут. И вот эта цель, это самая главная цель. Мгм. Исследуем еще другие места. Чего они еще прячут за забором? Продвигаемся, ищем. Таня. Ну, мне почему-то показала воду. Там вода есть, и что там кто-то в этой воде тоже есть. Я пока не пойму, кто. Я просто вижу, что вот картинку не раскрутила. Наташа, подключайся. Я наблюдаю какие-то тоже чудовища они для меня, я даже не знаю. Э, не, не соответствующие зверушкам, которые есть у нас в земле или в воде находятся. Мгм, мгм. Это такой, как какой-то удлиненный, он вроде бы как змей, как я не понимаю, что это такое. Но это тоже произведение вот этих опытов, то, что они одно с другим, но я не наблюдаю, чтобы он какой-то, причем он действительно огромный, как червяк, скажу даже так, как опарыш или вот какой-то с каких-то сегментов состоит или что-то такое. То есть здесь все заполонено какими-то непонятными э, существами.
Я так понимаю, они производят из каких-то ДНК, вводят со своих планет. То есть то, что у них есть, они хотят здесь как бы произвести. С определенных берут 2, 3, 4 ДНК, сводят друг с другом и делают опыты, ну, получится, не получится, или вообще, что получится из этого, если мы возьмем того, того и вот этого. Ну, то есть я считаю, что какие-то движения именно с тех планет. Также привозят сюда тоже свои существа, и потом тоже их ДНК снимают и вот здесь распространяют, ну, скрещивают. Мгм. То Есть есть такое, да. факт, что вся фауна и флора отличаются от других континентов, это говорит о том, что здесь всегда происходило какие-то эксперименты над животными, над растительностью, да? Я не могу сказать, что всегда, но почему-то мне идет информация, в последнее время это очень ускорилось, обострилось и очень увеличилось. Это как бы совсем раньше такого не было. А вот это вот сейчас как бы мне идет как по договоренности с определенными людьми. Они им дали разрешение, добро, и они творят, что хотят. То есть это люди разрешили по воле души, то есть они тоже не могут, они, то Не имеют есть, права. Но да, а да, кто да. разрешил? Что за люди разрешили? Что вы считываете? Я не могу считать какие-то высокопоставленные, у тех, у кого вся экономика в руках, у кого деньги в Мгм. руках. Они, мне кажется, даже эти лица, они не открыты нам, вот то, что мы Мы их не смотрим по знаем, да? телевизору. Нет. Они не медийные, да. М-м. Что, продвигаемся дальше, ищем. Что еще мы можем? Что творится на тонком плане? Исследуем на тонком плане. На тонком плане, так как Таня сказала, что там идет какая-то защищенность над высотой, над Мгм, воздухом. мгм. То есть этот забор, он только для людей, чтобы извне не попадали. Причем они им даже делают какие-то где-то за забором, можно людям проходить, даже делают как экскурсии. Но это только для отвода глаз. Да, их пускают только туда, куда ну, Пускают положено, пар, да? можно. Чтобы люди Да, пустили пар, чтобы не да, интерес у них чтобы не они не притупить. да, не подумали, что там что-то неладное. А наверху образован такой, как, я не знаю, Тань, что это, как купол, да, или что-то такое, что чем-то Мгм. затянуто таким, чтобы не было обзора. Мгм. Причем это как иллюзорная картинка, что-то Мгм, такое я мгм. наблюдаю. Голограмма, да? Типа, да, наверное, голограмма. Чтобы, например, самолетов не видно было или со спутников только определенные картинки там показаны. Является ли эта зона полностью пустыней? Или пустыня — это только голограмма, которая закрывает истинные истинную поверхность этой зоны? Там есть тоже пустынные места, как пустыня выглядит. Мгм, Причем какие-то красноватые, да, такие Мгм. Мгм. земельные участки мгм. есть. Но также много и лесов я наблюдаю. Да, растительность всякая есть, и вода есть. Да.
Есть ли здесь какие-то люди, которые селения? Ну, слушай, показывают наподобие человека-обезьяны, что-то такое. Мгм. Это Маети. Мгм. Чё все приходят? У меня в наушниках пикает. Что такое? Все. Ну, Так. притом лысое лицо у нее. Похоже на Йети, но лицо у нее лысое, как будто челка и темные такие волосы. Но я понимаю, что она как обезьяна. Лицо обезьяны. Причем стоит ровно Угу. Да, на да, двух ногах. да. Но это уже как Геннадий Да. эволюционный процесс. То есть они тоже как где-то шерсть потеряли в каких-то Мгм. определенных местах, то, что там тепло, ну, в основном тепло. И вот эти вот процессы здесь, Уже не нужны 6, да? да, и то есть здесь, ну, как бы, здесь есть все, что мы себе можем представить, Мгм. что мы слышали, и даже вот наблюдаю какие-то, я не знаю, как их называют, птеродакли или что, которые Мгм. летают, Угу. которые. И Мгм. причем я задалась вопросом, ну забор же, почему же, там же купол, они не могут покинуть эту территорию. Мгм. Там определенный, я даже считываю, это определенный энергетический купол, который вот как То есть поле сетка такая такое защищенное. энергетическая. Да, они не могут покинуть эту территорию. А как вы прошли, мне интересно. М, А посмотрите, есть там динозавры. Но мне идет информация, что да. Мгм. Я не наблюдаю таких больших, но поменьше. Но я имел в виду под динозаврами те, которые целый класс занимают. Ну, прям здоровых я не вижу, если Мгм. честно. Мгм. Но вот в воде что-то похожее. Мгм. Да, и такие мелкие тоже по лесу бегают. Мгм. На двух лапах, впереди две маленькие, но я не Мгм. помню, как их называют. Теперь я просмотрю фотографии, которые были проделаны, как говорится, в XIX веке путешественниками за забором Австралии. И эти фотографии были переданы потом людям. Я просмотрю, а вы подключаетесь. Я вот буду вам передавать вот это изображение, и вы мне скажете, это было здесь сфотографировано, и соответствуют ли те фотографии тому, что вы просмотрели. Не знаю, правильно я считаю или нет. Я вижу какое-то как поселение, там какие-то, я не знаю, аборигены или что-то такое, но они живут в каких-то домиках. Я не знаю, считываю эту информацию на фотографии Да. или И есть разного вида животные, М, необычные для... да, необычно. Это здесь было сфотографировано. Когда ты спросил, есть ли тут поселение, мне пришло, что да. Э, ну, вот то, что на фотографии, это как раз про то. Почему столь необычные вот эти
поселения. Вот эти так называемые люди, эти Э, животные. Это изначальные испытания, то есть они были еще не в такой извращенской форме. Они только-только начинали что-то испытывать. Мне кажется, вот сейчас то, что мы с Таней посмотрели, это просто уже извращение. Это Мгм. настолько дико, невообразимо, что они делают с людьми. А то изначальное это только так для первоклассников. То есть это были сфотографированы в 19 веке. А сейчас посмотрите, как выглядит сейчас вот эти поселения, вот эти люди, животные. Они остались на том же уровне или видоизменили их как-то? Я наблюдаю, что их видоизменили. Они тоже такие не совсем человеческое лицо, Мгм. э, много зла. Я не знаю, туда э, у них, Это люди или полулюди, полуживотные? ну, сейчас можно сказать, что они полулюди, полуживотные, да. А у них душа есть? Я понимаю, что да. И она как бы закапсулирована, она Мгм. как в темнице. Им тяжело выбраться оттуда. То есть связь с душой у них, как бы, можно Рушно. сказать, отсутствует, да? Мгм. Так. Исследуем дальше. Таня, что ты еще видишь? Ну, разбегаются глаза. Мгм. То есть надо куда-то опять уйти, посмотреть, что там. Поищи поселения современных людей Ты имеешь в виду на этой территории? на этой территории, да. Эти так называемые ученые, они где-то, наверное, живут? Есть какие-то колонии. То Мгм. есть они наружу-то не выходят, эти ученые, Мгм. которые там. Но я бы сказала, что это больше под землей, чем на земле. Идем туда. Мы нашли что-то интересное. Нашла похоже на многоэтажку. а, Над землей многоэтажка. Под Под. землей. Мгм. Большое пространство и пустое. И там построен вот как дом. Но ты знаешь как? Именно вот построен как внутри полости. То есть Мгм. вот так не выпилен, а именно внутри вот какой-то пустоты. Ну, где-то этажей 16, наверное. Этажей 16, да. Ну, тут вот живут. Здесь есть вся инфраструктура. Ну, для жилья, да. Понятно, что тут нет как бы... Ну, Производство еды, да? ну там, да, там торговых центров каких-то. Понятно, что этого нет. Есть как черный рынок. Вот Мгм. это есть. Мгм. Но воду и еду завозят.
А чем торгуют на черном рынке? Ой, слушай, это тоже вот это вот и эссенция души, которую я видела. Мгм. Вот, и какие-то камушки светящиеся, и нет, которые привозят, и какие-то рога чьи-то, какие-то части тел. Ну, тоже, знаешь, чего только нет. А я это считываю, что здесь как бы подразделение по кастам. Вот Мгм. это вот, которое под землей, Мгм. это те же самые эксперименты. Люди похищенные, и они очень нижней касты, то есть у них забрали все и сказали: "Вот вам жилье". Они, как бы стерли память и живите вот здесь, вот так, это ваш дом. А Мгм. сами ученые, я наблюдаю, как, прям такие, как городки, такие виллы стоят, они находятся прям сверху на земле. М. И они, ну, то есть живут припеваючи, у них все хорошо, они там как-то защищены. И У них есть семьи, дети, э, да, школа, детсады. да, как бы организованный городок для себя Мгм. создан, там все. А вот то, что внизу, там страшно. Это знаешь, как ад построили, и Мгм. вот они по Да-да, этим похож. кастам Ад на распределены. физике, да? Да. И они там занимаются, чтобы все разрушить, все сломать, и торговля каждая на выживание там идет. Да, там джинсами и икрой не торгуют, да? Мгм. Нет. Мгм. А что за вот в этих, над землей, что за люди каких наций? Есть определенная нация? Я считаю, что тут ученые, западных стран. Мгм. Нету такого, что-то кто-то определенная нация. То есть ученые, далеко развитые, далеко шагнувшие, особенно вот в биологическом направлении. И вот там шел отбор, и те, которые прошли этот отбор, их, переместили сюда. То есть они вообще живут, как, знаешь, по контракту на выезде. Но я так понимаю, им отсюда дороги нет. Мгм. То есть они сознательно заключили договора и живут здесь Да, и до у них конца все с есть. Мгм. Ясно. Это все состоят в масонстве? Я скажу так, они под масонами. Они Мгм. подписали договора Мгм. и, распрощались с прежней жизнью, и тут живут, размножаются, их дети также обучаются тоже в эту сферу, да. Так. Они держат какую-либо связь с, большой землей, так скажем? Эм, Держат связь с теми, которые стоят выше поставлены Мгм. Только. только. А для своих родственников они уже исчезли. Они Да. уже Мгм. Ясно, ясно. Геннадий, меня начинает тошнить. Я Да, не знаю, Мгм. да. может, Мгм. нас Так, преследуют или что, мне так. нехорошо ужасно. И На мне, счете 3 м, мы встречаемся в гипнотическое пространство, откуда мы улетели. 1, 2, 3. мгм. Повышаем наши энергетические уровни и вибрации до максимально возможными. 1, 2, 3. Наташа, исследуй наше пространство, наши энергетические тела.
Есть М. что-то? Нет, нету. Ну, Мгм. какое-то влияние, когда мы там были, меня до Мгм. сих пор еще не отпускает. Мгм. Мгм. Я тоже и так лягу, да, было. Мгм. Подламывало Хорошо. тело. Хорошо. Теперь мы завершаем наш с вами сеанс. Отсоединяемся от всех и от всего, с чем и с кем контактировали в этом сеансе. Повышаем наши уровни вибрации и энергии до максимально возможными для каждого из нас. Я посчитаю от 1 до 5, постепенно выходите из состояния гипноза и возвращаетесь в настоящее время, откуда слышится мой голос. 1. Вы полностью отсоединены и чувствуете, как ваши тела потихоньку просыпаются, как они вновь наполняются силой, как снова вам становится легко и свободно. 2. Чувство благодати охватило все ваши тела. 3. Вы чувствуете свое тело свободными, легкими и расслабленным. 4. Вы уравновешены и счастливы, и наполнены своей же энергией. 5. Откройте глаза, потихоньку просыпайтесь. Да, сколько загадок. И Там это можно всего лишь, лазить и лазить. да, это всего лишь попытка что-либо увидеть, узнать. Девчата, я вас благодарю за участие в этом исследовании. Я думаю, что мы это исследование продолжим, потому что они и интересны, и шокируют еще, потому что мы много чего не знаем. Надеюсь, эти исследования будут интересны для тех, кто будут смотреть наши исследования. Мы им благодарим и прощаемся с ними. До свидания, до новых встреч.